Какие нереальные моменты или тупые сцены из фильмов тебя больше всего раздражают? Меня бесит наличие в 99% сюжетов, где надо и не надо беременных, которые начинают рожать в самый неподходящий момент, будь то детектив, боевик, комедия или мелодрама. Момент, который есть почти в каждом фильме или сериале, и он меня раздражает. Это сцена, где жена готовит завтрак и зовет мужа к столу, он садится, съедает пару ложек, делает глоток сока и говорит: «Ну все, мне нужно бежать». И лучше бы ты вообще не садился за стол. Практически во всех фильмах мне не нравится то, что дети совсем не похожи на своих родителей. Это большой минус всех фильмов. Еще меня бесит в боевиках, когда хотят уничтожить компьютер или тем более ноутбук, всегда стреляют в монитор. Неужели они такие тупые и не знают, что вся инфа хранится на диске? Бесит, когда чувак бежит от машины, и главное, есть много вариантов, куда свернуть, а он бежит посередине дороги, пытаясь оторваться. Если девушку тошнит или она падает в обморок, первое, что ее спросят: «Ты что, беременна?» Такие моменты меня выбешивают. Главный герой, услышав шорох из темной комнаты, обязательно лезет узнавать, что же там шуршит. Далее вроде бы ничего нет. Затем, вздохнув, быстро оборачивается и обязательно натыкается на своего друга, который как-то подкрался и говорит: «Не пугайся, это я». И еще главный герой часто ходит спиной вперед и не видит, что вокруг творится. Бесит, когда какой-то маньяк или злодей преследует человека или семью, люди от него убегают или уезжают, причем с сильным отрывом, и когда доезжают до убежища, этот убийца уже там. Как? Это нереально. А меня одну бесит, когда надо убегать от маньяка, бомбы, несущегося грузовика или поезда и другой опасности, а героиня, какой-нибудь крутой агент, естественно, встает в позу и говорит: «Я никуда не пойду, пока ты мне не объяснишь, что происходит». Заходят с улицы обутыми в дом, могут еще и на кровати так поваляться. С утра просыпаются с прической и накрашены, а когда зубы чистят, всегда выплевывают чистую воду, телевизор всегда включают в нужный момент. Я не переношу сцену, когда приносят завтрак в постель. Я не представляю, как можно есть, не умывшись, не почистив зубы, не приведя себя в порядок, когда ты только глаза разлепил. Актеры в скафандрах или в водолазных костюмах с подсветкой, которая освещает лицо, это полный тупизм, потому что они ничего не смогут видеть, если на лицо попадает свет. Получают выстрелы в живот или в конечности, но все еще бегут и дерутся. Когда дело доходит до извлечения пули, то в большинстве случаев не задеты органы, и, конечно, пуля всегда застревает на глубине полсантиметра, а то и меньше, так что ее видно. Через день с человеком уже все в порядке, только немного болит рана. Я ненавижу, когда персонаж должен рассказать кому-то очень важные новости, но другой человек не может заткнуться, и в итоге ему так и не удается сообщить новость. Меня бесит все, что касается использования компьютера в фильме. Большую часть времени, если что-то не получается, они тупо стучат по клавишам, как будто играют симфонию, когда в реальной жизни для того, чтобы делать то, что они делают, требуется больше работы мышью, чем клавиатурой, и 1 секунда ввода дает сразу целое словосочетание. Я знаю, что некоторые люди печатают довольно быстро, но не с такой же скоростью, и тем более в напряженной ситуации. Очень часто в зарубежных фильмах есть эпизоды, где показывают героя якобы на грани бедности, бывшего полицейского или пенсионера, который живет в небольшом доме на берегу океана или моря. Что за бред? Дом, даже небольшой, в таком месте будет стоить как минимум $1 миллион, если не 2. Ни один бывший полицейский не смог бы позволить себе там жить. Когда человек приходит домой, а через 2 секунды слышен звонок в дверь, и он удивляется: «Кто это может быть? Ты наверняка должен был видеть этого человека, потому что он был явно в 2 шагах от тебя, когда ты заходил в дом». Бесит, когда стреляют из оружия в помещении и в комнате, а затем шепчутся друг с другом или прислушиваются к звукам. Эти сцены раздражают, потому что от выстрела в небольшом помещении тебя так оглушит, что в твоих ушах от этого будет звенеть как минимум час или 2. Когда актер снимает свой мотоциклетный шлем, и у него всегда идеальная прическа. В любое время, когда происходит драматическая, стрессовая, грустная сцена, персонаж обязательно идет в ванную и брызгает в лицо водой. Кто-нибудь делает это в реальной жизни? Оружие, у которого, кажется, есть бездонные магазины с патронами. Полный бред стрелять из пистолета на протяжении 5 минут, не меняя обойму. Когда от взрыва отбрасывает людей, и у них все хорошо. Поправь меня, если я ошибаюсь, но если взрыв достаточно сильный, чтобы отбросить тебя, он убьет тебя на месте. Сцена, где главный герой пытается достать предмет, нож, пистолет, телефон и так далее, чтобы спасти свою жизнь. И он находится в нескольких сантиметрах от него. Обязательно что-нибудь произойдет, что персонаж не успеет воспользоваться этим. Вся последовательность хакерских атак и подобных сцен в фильмах, когда хакер пару раз громко нажимает на несколько клавиш, и вуаля, доступ открыт или база взломана. Хакерство никогда не бывает таким легким. Или когда они делают банковские переводы с офшорных счетов. В реальной жизни это не происходит при нажатии одной кнопки на полную сумму. И еще в большинстве случаев такую операцию можно отменить в течение нескольких часов, легко связавшись с банком. Индикатор выполнения перевода нескольких $миллионов в течение 1 минуты – полная чушь. Какой бы
бы вы ни был VIP-клиент, ни один банк не переведет вам такие суммы в течение минуты. Глушители оружия, которые полностью приглушают звук и слышно только щелканье нажатия на курок. На самом деле, ни один современный глушитель не дает такого эффекта, и выстрел по-прежнему громкий, даже с его использованием. Бесят сцены, где показывают, как персонаж передает 1 или 5 миллионов долларов наличными в узком и маленьком кейсе, уложенные пачками в один слой. Что за хрень? У вас там что, 10-тысячные купюры? Сцена в фильме, когда герои забираются в вентиляционную систему небольшого офиса и начинают гоняться там друг за другом. Как правило, там на каждые 5 метров приходится несколько поворотов. Мало того, они еще и не получают никаких повреждений. Вы когда-нибудь видели внутреннюю часть вентиляции? Это буквально минное поле с сотнями торчащих острых саморезов и множество острых, как лезвие, углов и краев листовой обшивки. Вы не проползете ни 1 метра, не зацепившись и сильно не поранившись, даже если будете передвигаться очень медленно. В боевиках часто персонажи вырывают кольцо у гранаты своими зубами. Если так сделать на самом деле, то ваши передние зубы выпадут изо рта. И в ужастиках постоянно показывают сцену, где персонаж слышит подозрительные звуки, доносящиеся с улицы, или замечает силуэт в кустах, причем поздно вечером или ночью. Обязательно он попрется лазить там по кустам и кричать: «Кто здесь? Что тебе нужно?» А если вдруг за ним кто-нибудь погонится, то он бежит домой и прячется в кладовой или в подвале, в котором, как назло, нет света. Такие предсказуемые моменты меня выбешивают постоянно. Благодарю за просмотр! Наверняка тебя тоже раздражают некоторые глупые или часто встречающиеся сцены из фильма, которые ты терпеть не можешь. Расскажи о них в комментариях, ставь лайк, если понравилось видео, и если не подписан до сих пор на наш канал, самое время это сделать. Всем пока!